Я сижу на кухне. На часах 1:30 ночи. Чай в кружке давно остыл. Сверху плавает такая противная тонкая пленка, но я не выливаю. Сил нет встать и вылить. В соседней комнате сопит Пашка. Ему 10. Он спит, раскинув руки, занимая почти весь наш старый раскладной диван. Я знаю это, потому что 5 минут назад ходила его укрывать. У него во сне лицо спокойное, детское совсем. А днем он уже другой, насупленный, сжатый, как пружина. Смотрит на меня из-под лобья, будто ждет подвоха. А я смотрю в окно. Там в темноте только желтый фонарь и мокрый снег. Ноябрь. Самое гнилое время. Ни зима, ни осень. Грязь под ногами и холод, который лезет под куртку. Знаешь, говорят, что жизнь ломается с грохотом, как в кино. Крики, битая посуда, хлопанье дверьми. У меня все рухнуло тихо, с едва слышным щелчком, как перегорает лампочка в прихожей. Это случилось полгода назад. Вадим, мой бывший муж, просто доел ужин. Макароны по-флотски. Я помню, что мяса было мало, я экономила и добавила в фарш побольше лука и хлеба. Он вытер рот салфеткой, аккуратно так скомкал ее и положил на край тарелки. «Лена», — сказал он, — «я устал». Я стояла у раковины, мыла сковородку. Вода шумела, и я сначала не расслышала. «Что?» — спросила, не оборачиваясь. «Я устал», — повторил он громче. «Я так больше не могу. Это нищета, это квартира, вечное нытье. Я задыхаюсь». Я выключила воду, повернулась. Он сидел, глядя в стол, не на меня. «И что ты предлагаешь?» — спросила я. Голос был чужой, плоский. «Я ухожу. Я встретил другую. Там все проще, Лен. Там дышать можно». Он собрал вещи за 20 минут. Спортивная сумка, которую мы покупали для поездки на море, которая так и не случилась, и пакет из Ашана с ботинками. Пашка тогда был у бабушки, моей мамы, слава богу. Вадим ушел в 8 вечера. Я закрыла за ним дверь на 2 оборота. Прислонилась лбом к холодному металлу двери и стояла так, наверное, час. Я не плакала, правда. У меня внутри образовалась такая гулкая пустота, будто выскребли все ложкой. Первая мысль была не «как я буду без него жить?» и не «он меня предал». Первая мысль была страшная, стыдная. На что мы будем жить? Я работаю кассиром в сетевом супермаркете у дома. «Пятерочка» или «Магнит» — неважно, они все одинаковые. Зарплата — 25 тысяч, плюс крошечные премии, если магазин выполнит план и если инвентаризация пройдет нормально. Вадим работал водителем на «Газели». Его деньги закрывали аренду квартиры и коммуналку. Мои — еду и одежду. Теперь его денег не стало. В тот первый месяц страх приходил не сразу, он накатывал волнами. Сначала ты просто живешь по инерции. Утром встаешь, будешь сына, варишь кашу. «Мам, а папа когда приедет?» — спросил Пашка через неделю. Мы завтракали. Я мешала сахар в чае, ложка стучала о стенки. Дзынь, дзынь, дзынь. «Не скоро, сынок, он в командировке, надолго». «А телефон почему не берет?» «Там связи нет, тайга, глушь». Я врала. Врала, глядя в его ясные глаза. Мне было проще соврать, чем объяснить, что папа живет в 3 остановках от нас, в новой квартире с евроремонтом, с женщиной, у которой нет детей и проблем с ипотекой. Самое страшное началось, когда пришло время платить за квартиру. Хозяйка, Галина Петровна, женщина неплохая, но строгая. Она звонит всегда 15 числа ровно в 10 утра. Я смотрела на телефон как на бомбу. Денег не хватало. Катастрофически. Я пересчитала все, что было в кошельке, на карте, даже мелочи с карманов курток выгребла. Не хватало 5000. Я пошла занимать. Это особое унижение, о котором мало говорят.
когда ты, взрослая баба, 38 лет, стоишь перед коллегой в подсобке, где воняет гнилым картофелем и хлоркой, и мнешься. «Тань, слушай», — начала я, глядя в пол. Таня, старший кассир, курила в форточку. «Чего тебе?» «Займи пятаку до зарплаты, край как надо». Таня выпустила дым, прищурилась. «Ленка, ты с прошлой получки 1000 не отдала». «Я отдам, все сразу отдам. Галина Петровна просто выселит нас». Таня вздохнула, полезла в сумку, достала деньги. «На, но это в последний раз, Лен, самой жрать нечего». Я взяла эти бумажки. Они были теплые от ее рук. Я сказала спасибо, и мне хотелось провалиться сквозь бетонный пол в подвал. На работе я превратилась в робота. «Пакет нужен? Карта магазина есть? Товары по акции желаете?» Тысячи лиц. Они плывут мимо, как в тумане. Кто-то орёт, что цена на ценнике не совпадает. Кто-то швыряет мелочь на тарелочку так, что она разлетается по полу. Кто-то дышит перегаром. Раньше я могла огрызнуться или посмеяться с девчонками. Теперь я просто молчала, экономила силы. Я научилась отключаться. Тело сканирует штрих-коды пик, 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 а голова считает. Молоко — 60 рублей, хлеб — 40, картошка. Пашке нужны кроссовки на физкультуру. Старый жмут, он палец натер. Самые дешевые — 800 рублей на рынке. Если не покупать мясо, а брать куриные спинки для супа. Однажды вечером после смены я зашла за Пашкой в продленку. Он сидел один в углу, ковырял носком ботинка линолеум. Учительница Ольга Николаевна, молодая, ухоженная, с красивым маникюром, подозвала меня. «Елена Викторовна, задержитесь на минуту». Я сжалась. Что опять? Драка? Двойка? Мы собираем на экскурсию. Поездка в музей, автобус, обед. 2000 рублей. Нужно сдать до пятницы. Я посмотрела на нее. У нее была белая блузка, такая чистая, накрахмаленная, а у меня под курткой свитер, который я ношу уже 4-й год, и он скатался катышками. «Ольга Николаевна», я сглотнула ком в горле, «мы не поедем». Она удивленно приподняла брови. «Почему? Весь класс едет. Павлу будет обидно. Это же социализация». «У нас планы», — выдавила я. «Семейные обстоятельства». «Жаль, очень жаль. Павел расстроится». Я взяла сына за руку и потащила к выходу. Быстро, почти бегом. На улице шел дождь со снегом. Мы шли к остановке. Пашка молчал. Потом тихо спросил. «Мам, а почему мы не поедем? Тёмка едет, и Никита едет». «Паш, мы не можем». «Мы бедные, да?» — спросил он вдруг. Жестко так спросил, по-взрослому. Я остановилась. Вода текла мне за шиворот. Люди толкались, спешили к автобусам. «Нет», — сказала я. Голос дрожал. «Мы не бедные. Просто сейчас трудный период. Папа вернется, и все наладится». Я снова соврала. И впервые испугалась, что он мне не поверил. Он просто опустил голову и пнул грязный ледяной ком. В тот вечер дома случилось ЧП. Мы пришли, я стала разогревать суп. Пашка пошел в ванную мыть руки. И вдруг крик: «Мама, вода не уходит!» Я вбежала в ванную. В раковине стояла бурая жижа. Из слива в ванной тоже начало подниматься что-то черное, вонючее. Засор где-то в стояке. Вода прибывала. «Тащи тряпки!» — заорала я. Мы бросали на пол все: старые полотенца, его футболки, мои халаты. Вонь стояла невыносимая. Я черпала эту жижу ведром и выливала в унитаз, но она лезла снова. Я плакала. Стояла на коленях в грязной воде в своем единственном домашнем костюме и выла. Не от того, что трубу прорвало, а от бессилия.
У меня не было мужа, который пришел бы с тросом и все прочистил. У меня не было денег на сантехника, который за аварийный вызов берет 3000. У меня не было даже сухих тряпок. Пашка стоял в дверях, бледный, прижимая к груди кота. «Мама, не плачь», — прошептал он. «Мамочка, пожалуйста». Я подняла на него глаза. Тушь размазалась, руки в грязи. И тут меня накрыла злость. Не на него, не на трубу, а на Вадима. «Где ты, сволочь? Где ты, когда мы тонем в говне?» Я вытерла лицо плечом. Встала. «Неси ведро из кухни, быстро. Мы черпали час». Потом вода ушла. Я отмывала пол хлоркой до 2 ночи. Руки разъела до красноты, кожа горела. Когда я легла, Пашка не спал. «Мам, ложись со мной», — попросил он. Я легла рядом, обняла его. Он был теплый, пах детским шампунем и сном. «Я вырасту и куплю нам новый дом», — прошептал он мне в плечо. «И трубы там будут золотые». Я гладила его по голове и смотрела в темноту. «Дожить бы, сынок, просто дожить». На следующий день я позвонила Вадиму. Я долго не решалась. Гордость не позволяла. Я же сказала себе, ни копейки у него не попрошу. Но гордость — это для богатых. А когда у ребенка ботинки промокают, гордость затыкается. Гудки шли долго. «Алло?» Голос был недовольный. Фоном играла музыка, слышался смех. «Вадим, это я». Пауза. «Привет. Что-то случилось?» «Пашке нужны ботинки и куртка. Зима через неделю». Он вздохнул. Тяжело так, мученически. «Лен, я же переводил алименты в начале месяца. 5000. 5000! Вадим, коммуналка — 6. А еда? А школа? Ты знаешь, сколько сейчас стоят ботинки?» «Слушай, не начинай, а?» Голос стал жестким. «У меня сейчас тоже расходы. Мы ремонт делаем, кредит взяли. Я не печатаю деньги. Учись экономить. Ты всегда была транжирой». «Транжирой?» Я задохнулась. Я стояла на улице возле мусорных баков за магазином в перерыве. Руки дрожали так, что я едва держала телефон. «Вадим, мы вчера тонули в канализации. У меня в холодильнике полпачки масла и 2 яйца». «Это твои проблемы, Лен. Квартира на тебе. Я ушел. Я оставил тебе все: мебель, технику. Крутись. Все, мне некогда». Гудки. Я смотрела на экран телефона. Бывший. Я так его переименовала. Хотелось разбить телефон об стену. Вместо этого я докурила сигарету. Я начала курить месяц назад, стреляла у грузчиков. До самого фильтра, обжигая пальцы. И пошла обратно за кассу. Вечер пятницы. Сжатие достигло предела. Я шла домой с полными пакетами. Взяла по акции макароны, сахар, подсолнечное масло. Руки оттягивала так, что пальцы побелели. Лифт не работал. Живем на 8. Я поднималась пешком. 2 этаж, 3, 4. На 5 этаже я остановилась. Сердце колотилось где-то в горле. Поставила пакеты на грязный подоконник. В подъезде пахло кошками и жареной картошкой. Чьей-то счастливой, жирной жизнью. И вдруг я поняла, что не могу идти дальше. Физически не могу. Ноги ватные. Я села прямо на ступеньки. Грязные, заплеванные ступеньки. Прислонилась головой к перилам. Если я сейчас умру, Пашку заберут в детдом. Или маме отдадут, а у нее давление и пенсия 12 000. Эта мысль была не страшной, а какой-то обыденной. Мимо проходил сосед, дядя Миша, вечно пьяный. «Ленка, ты чего? Плохо?» Я подняла голову. «Устала, дядь Миш, просто устала». Он пошарил в кармане, достал мятую карамельку. «На, глюкоза, полегчает». Я взяла конфету, развернула, сунула в рот. Она была сладкая до приторности,
барбарисовое. Мы сидели с ним на лестнице, пьяный сосед и брошенная жена. «Ничего, Ленка», — сказал он, дыхнув на меня перегаром. «Бог не выдаст, свинья не съест. Прорвемся». «Думаешь?» «Знаю. Ты баба крепкая, вон какая, жилистая». Я усмехнулась. Жилистая. Я встала, взяла пакеты. «Спасибо, дядь Миш». «Давай, иди, пацан там, небось, голодный». Я открыла дверь квартиры. В коридоре горел свет. Пашка выбежал встречать. Он был в моих шерстяных носках, которые сползали ему с пяток. «Мам, я картошку почистил! Сам!» Я посмотрела на кухню. На столе стояла миска с криво, толсто очищенными картофелинами. Кожуры было больше, чем самой картошки. Весь пол в очистках. Нож валялся на табуретке. Но он сиял. Он ждал похвалы. В другой день я бы наорала. За грязь, за то, что перевел продукты. Но сейчас я посмотрела на эти корявые белые клубни. Это была его попытка спасти нас. Его маленькая мужская попытка. Я опустила пакеты. Села на пуфик в прихожей и разрыдалась. Не выла, как тогда с трубой, а просто тихо плакала, закрыв лицо руками. Пашка испугался, подбежал, обнял меня за шею. Его руки пахли землей и крахмалом. «Мам, ты чего? Я плохо почистил? Я научусь, честно». «Нет, сынок». Я прижала его к себе так крепко, что он пискнул. «Ты молодец. Ты у меня самый лучший, самый взрослый». Я целовала его в макушку, вдыхая запах его волос. Просто мама устала, но это пройдет. В тот вечер мы жарили эту картошку. Она получилась разная, где-то сырая, где-то подгорелая, но мы ели ее со сковородки, макая в сметану, и нам было вкусно. Я смотрела на него и думала: ладно, дна мы коснулись. Вадим не поможет. Чуда не будет. Мы одни. В этой бетонной коробке, в этом городе, в этой зиме. Но мы живы. Сжатие закончилось. Я перестала ждать, что все вернется, как было. Я поняла, как было, уже не будет. Будет по-другому. Тяжелее, страшнее, беднее. Но я больше не буду сидеть на ступеньках и ждать смерти. У меня есть сын, и ему нужны ботинки. Значит, я их достану. Не знаю как, но достану. Я уложила Пашку спать, а сама села считать долги. Выписала все на листок в клетку. Цифра получилась жуткая, с 3 нулями. Я подчеркнула ее жирной чертой. Посмотрела на свое отражение в темном окне. Женщина с серым лицом, синяками под глазами и в растянутой футболке. «Ну, привет, новая Лена», — сказала я своему отражению шепотом. «Давай выживать». Зима в тот год выдалась лютая. Знаешь, такая, когда воздух звенит, а нос слипается при вдохе. Но мне было все равно. Я перестала чувствовать холод. Я перестала чувствовать вкус еды. Я превратилась в функцию. Мой день выглядел так. Подъем в 5:45 утра. Темнота. Холодный пол. Быстрый душ, чтобы проснуться. Варка овсянки, которую Пашка ненавидит, но ест, потому что полезно. А на самом деле просто дешево. С 8:00 до 20:00 — касса. С 21 часа до 23 часов — полы. Я нашла вторую работу. В бизнес-центре Плаза, через 2 улицы от дома. Там тепло, светло и пахнет дорогим парфюмом. Я мыла туалеты и коридоры на 3-м этаже. Знаешь, это странное чувство — мыть унитаз, в который ходят женщины твоего возраста, но с другой планеты. Я видела их. Они задерживались допоздна, в кашемировых пальто, с кожаными сумками, цена которых — моя зарплата за полгода. Они проходили мимо меня, не замечая. Для них я была частью интерьера, как швабра или ведро.
Однажды одна из них, молодая, красивая, уронила помаду, дорогую, в золотом футляре. Помада покатилась по кафелю прямо к моим ногам, обутым в старые резиновые шлепки. Я подняла. «Возьмите», — сказала я. Она брезгливо дернулась, словно я ей дохлую мышь протягиваю. «Ой, спасибо». Она взяла помаду двумя пальцами, стараясь не коснуться моей руки. «Можете оставить себе, я все равно ее уронила». И пошла к лифту, цокая каблуками. Я стояла с этой помадой в руке, красная, яркая. Мне хотелось швырнуть ее ей в спину, крикнуть: «Я не помойка, я нормальная женщина. У меня высшее образование, между прочим. Я учитель истории по диплому». Но я промолчала. Положила помаду в карман фартука. Дома выкинула. Врать не буду. Сначала хотела накраситься. Посмотрела на себя в зеркало. Серые щеки, потухшие глаза. Красные губы на этом лице смотрелись бы как клоунская маска. Денег все равно не хватало. Эта математика бедности сводила с ума. Я получала 27 тысяч на кассе и 9 тысяч за уборку. Итого 36 тысяч рублей. Казалось бы, жить можно. Но давай посчитаем. 15 тысяч — аренда квартиры, 6500 — коммуналка, зимой отопление дикое, 2000 — проезд и школьные обеды Пашки. Оставалось 12 500 рублей. На двоих. На месяц. Это примерно 400 рублей в день. На еду, на бытовую химию, на лекарства, на одежду. Ты пробовала накормить растущего пацана на 200 рублей в день? Мясо мы видели только по праздникам. Я научилась делать котлеты, в которых хлеба и капуста было 80%, а фарша 20%. Я покупала в магазине товары с наклейкой «Уценка». Йогурты, у которых срок годности истекает завтра. Помятые помидоры. Хлеб вчерашней выпечки. Я знала все акции наизусть. «Ленка, там сахар по 49 выбросили!» — кричала мне сменщица Галя. И я бежала брать, хотя сахар у нас еще был, потому что завтра он будет по 60. В середине декабря Пашка заболел. Температура 39,2. Кашель лающий, страшный. Я вызвала врача. Пришла участковая, усталая тетка с ледяными руками. Послушала его, подсокала языком. «Бронхит, сильный. Вот список». Она протянула бумажку. Я посмотрела. Антибиотики, сироп от кашля, пробиотики, витамины. Я пошла в аптеку. Фармацевт, молоденькая девочка, пробила все по списку. «С вас 3480 рублей. У меня в кошельке было 1500, и на карте 0. До зарплаты оставалось 5 дней. Я стояла у кассы, и у меня шумело в ушах. Очередь сзади напирала. «Девушка, можно убрать витамины?» — тихо спросила я. «И пробиотики, и сироп. Дайте какой-нибудь подешевле. Наш, простой». «Мукалтин, что ли?» — фыркнула она. «Он слабый». «Давайте мукалтин». Все равно вышло на 1200. Я отдала последние деньги. На хлеб осталось 300 рублей. На 5 дней. Вечером я пошла в ломбард. Это место я обходила стороной всю жизнь. Мне казалось, что туда ходят только алкаши и наркоманы. Ломбард находился в подвале соседнего дома. Желтая вывеска, решетка на окошке. Внутри пахло пылью и чужим горем. За стеклом сидел парень, скучающий в наушниках. Я сняла с ушей золотые сережки. Маленькие, с фианитами. Подарок мамы на мое 30-летие. Единственное золото, которое у меня осталось. Обручальное кольцо я продала еще в октябре. «Сколько?» — спросила я, положив их в лоток. Он взвесил, лениво посмотрел на меня. 3 грамма. Лом. 2100 рублей за грамм. Итого 6300. «Это не лом!» — возмутилась я. «Это изделие, они новые почти!» «Для меня это лом, женщина. Берете или нет?» Я взяла. 6300 рублей. Цена маминой любви. Цена моей независимости.
Я купила Пашке фруктов, мандарины, бананы и хороший кусок говядины на бульон. Когда я варила этот бульон, я плакала. Слезы капали прямо в кастрюлю. Я думала, пусть будет посолонее. Самое страшное было не голод. Самое страшное — это то, что я перестала быть матерью. Я стала добытчиком. Я приходила домой, когда Пашка уже спал. Уходила, когда он еще спал. Мы общались с записками на холодильнике. Суп на плите, разогрей. Я поел. В школе все норм. Купи ручку. Ушла на работу. Не забудь шапку. Однажды в воскресенье у меня был выходной, единственный за 2 недели. Я хотела просто лежать и смотреть в потолок. Но надо было стирать, убирать, готовить на неделю. Пашка крутился рядом. «Мам, давай поиграем в монополию». «Паш, отстань», — буркнула я, намыливая пол. «Видишь, я занята». «Ну, мам, ну полчаса, ты обещала». «Я устала», — рявкнула я. «Ты понимаешь русский язык? У меня спина отваливается. Я пашу как лошадь, чтобы у тебя были эти твои ручки, тетрадки и мандарины, а ты просто эгоист». Он замер. У него задрожала губа. «Я не просил мандарины», — тихо сказал он. «Я тебя просил». И ушел в свою комнату. Я села на мокрый пол. Швабра упала с грохотом. Что я наделала? Ему 10 лет. Он не виноват, что его отец ушел. Он не виноват, что мать не может заработать, не убиваясь. Я пошла к нему. Дверь была закрыта. «Паш!» — позвала я. «Сынок, открой!» Тишина. Я вошла. Он лежал на кровати, отвернувшись к стене. Плечи вздрагивали. Я села рядом. Положила руку ему на спину. Худенькая спина. Позвонки торчат через футболку. «Прости меня», — сказала я. «Прости, Пашка. Я очень боюсь». Он повернулся, лицо заплаканное, красное. «Чего боишься?» — спросил он, шмыгая носом. «Что не справлюсь, что мы пропадем». Он сел, вытер глаза кулаком. «Мам, я деньги нашел». «Какие деньги?» — я напряглась. «Где?» Он полез под матрас и достал мятую купюру. 500 рублей и горсть мелочи. «Вот, я копил. На обедах экономил и бутылки сдавал, которые дядя Миша собирал. Он мне разрешил помочь». Он протянул мне эти деньги. Грязные, пахнущие металлом монетки и мятую бумажку. «Возьми. Это тебе. Купи себе, крем для рук, а то они у тебя шершавые». Я смотрела на эти деньги. 700, может, 800 рублей. Его школьные обеды. Его голод. Ради моего крема. В этот момент что-то во мне сломалось окончательно и одновременно срослось железным швом. Я прижала его к себе. «Спасибо, сынок. Спасибо, мой родной. Но деньги оставь себе. Мы справимся. Я обещаю». А потом случился Новый год. 31 декабря. Все нормальные люди резали салаты с обеда. Я работала до 21:00. Магазин закрывался раньше, но нам нужно было поменять ценники на январь. В магазине был ад. Люди сметали все: шампанское ящиками, икру банками, колбасу палками. Они орали, толкались, ругались из-за последней банки горошка. Я сидела на кассе и ненавидела их всех. За их полные тележки, за их беззаботность, за то, что они поедут сейчас в теплые квартиры к мужьям и женам, а я потащусь по гололёду с сумкой, в которой лежали 2 окорочка и бутылка советского за 190 рублей. Домой я пришла в 22:00. Ноги гудели так, будто по ним били молотком. Пашка не спал. Он накрыл на стол.
На нашем старом кухонном столе лежала скатерть, которую я достаю раз в год. И в центре стола стояла маленькая искусственная елка, которую мы купили 3 года назад в фикс-прайсе. «С наступающим!» — крикнул он. Мы сели. Я даже не успела переодеться, так и сидела в джинсах. Куранты били 12 раз. Я налила себе шампанского, Пашке сок. «За нас», — сказала я. «Чтоб папа вернулся?» — спросил он с надеждой. Я посмотрела на пузырьки в бокале. Вадим не позвонил. Ни днем, ни сейчас. Он даже СМС не прислал сыну. Он вычеркнул нас, как ненужную строчку в расходах. Нет, Паш, за то, чтобы мы были сильными и чтобы у нас все было хорошо. Без него. Пашка вздохнул, но чокнулся со мной. Мы поели салат, посмотрели салют в окно. Там, в небе, взрывались миллионы рублей. Красиво. В час ночи я укладывала его спать. «Мам», — сонно пробормотал он, «а правда, что как встретишь Новый год, так его и проведешь?» «Правда», — сказала я, укрывая его. «Значит, мы весь год будем вместе? Только ты и я?» «Да, сынок, вместе». Я вышла на кухню, села на табуретку. На телефоне мигало сообщение. Не от Вадима, от банка. Напоминаем о платеже по кредитной карте. Минимальный платеж 2400 рублей. Срок до 5 января. Я удалила сообщение. Я подошла к окну. В стекле отражалась женщина. Уже не та, что полгода назад. Та была мягкая, испуганная, домашняя. Эта — худая, с жестким ртом и взглядом волчицы. Я выжила. Полгода я продержалась. Я не умерла, не спилась, не пошла на панель. Я научилась спать по 5 часов. Я научилась не чувствовать стыд, покупая просрочку. Я научилась говорить «нет» учительнице, собирающей на шторы. Но самое главное, я поняла одну вещь. Никто не придет. Никто не спасет. Бога нет. Есть только график смен и день зарплаты. И есть маленькая теплая рука, которая сует тебе 500 рублей на крем. Ради этой руки я буду грызть землю. Я буду мыть эти проклятые унитазы, пока руки не сотрутся. Но я его вытащу. Я допила выдохшееся шампанское. Теплое, кислое. Завтра, 1 января, мне на смену к 12:00. Двойная оплата. Я улыбнулась. Зло так улыбнулась. «Ну что, 2020... Какой там сейчас год?» — прошептала я. «Иди сюда, я готова». Март — самый подлый месяц. Вроде бы солнце уже светит, но ветер такой, что выдувает душу. Под ногами каша из снега и грязи, которая разъедает дешевые сапоги за 2 недели. К марту я кончилась, батарейка села. Я жила в режиме автопилота уже 5 месяцев. Касса, швабра, дом, касса. 5 марта это случилось. В магазине был наплыв перед праздником. Мужики скупали тюльпаны, полудохлые, по 50 рублей штука, и коробки конфет Рафаэлло. Очередь стояла до стеллажей с хлебом. Я сидела на 4-й кассе. В зале было душно. Кондиционер сломался еще в феврале. Пахло потом, мокрой шерстью и подгнившим луком. Передо мной стояла женщина, крупная, в меховой шапке. Она выкладывала на ленту банки с горошком. «Пакет нужен?» — спросила я. Язык еле ворочался. «Девушка, вы спите, что ли?» — рявкнула она. «Я уже 2 раза сказала, не нужен». Я подняла на нее глаза. Ее лицо вдруг поплыло. Шапка раздвоилась. Звук голосов стал глухим, будто я под водой. «Надо воды попить», — подумала я. Попыталась встать, и пол ушел из-под ног. Темнота. Очнулась я в подсобке. Я лежала на составленных вместе стульях.
Надо мной склонилась Галя, сменщица, и администратор Олег Петрович. Лицо у Олега Петровича было недовольное. «Очухалась?» — спросил он. Я попыталась сесть. Голова кружилась так, что меня замутило. Что случилось? В обморок ты грохнулась, Лена. Прямо на ленту. Хорошо, головой об кассу не ударилась. Сколько времени? Я запаниковала. У меня смена до 22:00. Лежи уже, махнула рукой Галя. Я досижу за тебя. Скорую не вызывали. Ты просила не вызывать, когда бредила. Не надо скорую, прошептала я. Меня уволят, если узнают, что я больная. Олег Петрович вздохнул. Лена, иди домой. Завтра выходной возьми. Я не могу, у меня смена. Двойная оплата в праздник. Иди домой, рявкнул он. Мне трупы за кассой не нужны. Штрафану ведь. Я шла домой, держась за стены домов. Ноги были ватные. В голове билась одна мысль. Минус смена. Минус 2000 рублей. Это 2000. Это мясо на 2 недели. Это кроссовки Пашки. Я не думала о здоровье. Я думала о цифрах. Дома было тихо. Пашка сидел на полу, клеил какой-то танк из картона. Увидев меня, он вскочил. «Мам, ты чего так рано?» Я разулась, не снимая куртки, прошла в комнату и упала на диван. «Мам!» — он подбежал испуганный. «Тебе плохо?» «Паш, дай воды и таблетку какую-нибудь от головы». Он принес кружку и аптечку. Руки у него тряслись. Я выпила анальгин, закрыла глаза. «Мам, не умирай», — тихо сказал он. Я открыла глаза. Он стоял на коленях перед диваном, бледный, с огромными глазами. «Я не умираю, сынок. Я просто устала». «Это из-за меня?» — спросил он шепотом. «Потому что я много ем?» Меня как током ударило. Я села, превозмогая тошноту. «Ты что такое говоришь?» «Я слышал, как ты по телефону говорила тете Тане, что денег на еду не хватает. Мам, я могу меньше есть, правда. Я в школе обедаю, мне хватает. Вечером можно чай просто пить». Я смотрела на своего 10-летнего сына. В его глазах не было детства. Там был страх. Страх быть обузой. Он считал себя виноватым в том, что он существует и хочет есть. В этот момент внутри меня что-то щелкнуло, громко, страшнее, чем перелом кости. Я поняла, что делаю с ним. Я не просто выживаю. Я ращу из него жертву. Я учу его, что жизнь — это боль, унижение и вечный подсчет копеек. Я учу его быть маленьким, виноватым и бедным. Если я сдохну на этой кассе, что я ему оставлю? Долги и память о вечно уставшей матери с серой кожей? «Иди сюда», — сказала я твердо. Он подошел. Я взяла его лицо в свои ладони. «Слушай меня внимательно, Павел. Ты ни в чем не виноват. Никогда. Ты — мое счастье. Ты — смысл. А деньги? Деньги — это бумага. Мы их найдем. Но ты должен есть, расти и улыбаться. Понял?» Он кивнул, но я видела, что он не совсем верит. «Иди спать», — сказала я. «Мне надо подумать». В ту ночь я не спала. Я лежала и смотрела в потолок, на желтое пятно от протечки. Я перебирала свою жизнь. 38 лет. Высшее педагогическое образование, диплом с отличием. 5 лет стажа в школе, потом декрет. Потом Вадим сказал: «Сиди дома, я обеспечу». Потом подработки. Потом эта касса. Почему я решила, что я стою 27 тысяч рублей? Потому что мне так сказали? Потому что Вадим убедил меня, что я клуша? Потому что мне страшно? Да, мне страшно. До жути страшно выйти из этой колеи, где все плохо, но понятно.
Утром 6 марта я встала другим человеком. Слабость еще была, но в голове прояснилось. Я подошла к шкафу. Достала с верхней полки папку с документами. Сдула пыль. Вот он, диплом. Учитель истории и обществознания. Я открыла его. Присуждена квалификация. Я вспомнила, как я любила историю, как у меня горели глаза, когда я рассказывала детям про Древний Рим или про реформы Петра I. Я забыла про это. Я закопала это под горами грязных памперсов, а потом под чеками из супермаркета. Я села за компьютер, старый ноутбук Вадима, который тормозил безбожно. Зашла на сайт объявлений. Набрала трясущимися руками. Репетитор по истории. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Посмотрела цены. 500 рублей в час — это минимум. 700-800 — средняя цена. Моя смена в магазине длится 12 часов. Я получаю за нее примерно 1700 рублей. Это 2, максимум 3 урока. 3 часа работы головой вместо 12 часов стояния на ногах. Я создала профиль, загрузила фото, то, где я еще улыбаюсь, 3 года назад. Написала текст. «Меня зовут Елена Викторовна. Я помогу вашему ребенку понять историю, а не просто зазубрить даты». Нажала «Опубликовать». Сердце колотилось так, что ребра болели. «Кому ты нужна?» — шептал голос внутри. «Ты все забыла. Ты кассирша. Ты неудачница». «Заткнись», — сказала я вслух в пустой комнате. В тот же день я пошла на работу в бизнес-центр. Мыть полы. Но я шла уже по-другому. Я не смотрела в пол. Я зашла в туалет, надела перчатки. И тут зашла та самая девушка с помадой. Она поправляла макияж у зеркала. «Извините», — сказала я. Она вздрогнула, увидев меня в отражении. «Вы не знаете, здесь есть доска объявлений?» — спросила я. «Что?» — она повернулась удивленная, что швабра с ней заговорила. «Доска объявлений. Я репетитор. Хочу повесить объявление о занятиях историей». У нее округлились глаза. Она оглядела меня с ног до головы. Мой синий халат уборщицы, резиновые перчатки. И вдруг она усмехнулась. Не зло, а как-то с интересом. «Вы репетитор?» «Да, у меня высшее образование, просто жизнь так сложилась. Временно». Она помолчала. Потом достала из сумочки визитку. «У моей сестры сын в 9 классе. Балбес страшный. Историю сдать не может, а ему надо. Возьмете?» Я замерла. Я держала в руках грязную тряпку, а она протягивала мне визитку. «Возьму». Голос дрогнул, но я выпрямилась. 700 рублей час. Договорились. Позвоните ей вечером, скажите от Алины. Я вышла из туалета, прижимая эту визитку к груди под халатом. Вечером я позвонила. Голос сестры Алины был усталым и раздраженным. «Да, мне нужен репетитор, но он ничего не знает, вообще. Путает Ленина со Сталиным. Справитесь?» «Справлюсь», — сказала я. «Завтра в 7 вечера я могу прийти». Это был перелом. Я пришла к ним домой. Квартира была огромная, богатая. Мальчик, Денис, 15 лет, сидел за столом в наушниках, всем своим видом показывая, как он меня презирает. «Ну чё там?» — спросил он, не вынимая наушника. «Очередная училка?» Я села напротив, положила руки на стол. Мои руки были красными от хлорки с обломанными ногтями. Я спрятала их под стол. «Денис», — сказала я тихо, — «я не училка. Я женщина, которая днем моет унитазы, чтобы выжить, а вечером я прихожу сюда, чтобы доказать себе и тебе, что мозги важнее денег. Если ты хочешь быть просто богатым балбесом, сиди в наушниках. Если хочешь понимать, почему мир такой дерьмовый и как им управлять, снимай». Он замер, медленно вытащил наушник, посмотрел на меня внимательно.
Впервые увидел во мне человека. «Жестко», — сказал он. «Жизнь жесткая», — ответила я. «Доставай учебник». Мы занимались 1,5 часа. Я забыла про усталость, я забыла про долги. Я говорила, рисовала схемы, объясняла причины войн и революции. Я видела, как в его глазах появляется интерес. Когда я уходила, его мама протянула мне деньги. 1 000 рублей. Одной купюрой. «Сдачи не надо», — сказала она. «Денис вышел из комнаты и сказал, что вы крутая. Первый раз такое слышу. Приходите послезавтра». Я вышла на улицу. Был поздний вечер. Шел мокрый снег. Я зажала эту купюру в кулаке. 1 000 рублей за 1,5 часа. Мой голос, мои знания, мой опыт. Не моя спина, не мои униженные колени. Моя голова. Я зашла в магазин, купила торт, Прага, 450 рублей, и пошла домой. Пашка спал, я разбудила его. «Вставай, Соня, чай пить будем». Он вышел на кухню, щурясь от света, увидел торт. «Мам, у кого день рождения?» «У нас, Паш. У нас с тобой сегодня день рождения новой жизни». Я резала торт большими кусками. «Мам, а мы не бедные больше?» — спросил он, слизывая крем с пальца. «Нет, сынок. Денег пока мало, но мы больше не бедные, потому что мама вспомнила, кто она». На следующий день я написала заявление на увольнение из клининговой компании. Олег Петрович в магазине орал, когда я попросила перевести меня на полставки. «Ты пожалеешь, Лена. Кому ты нужна со своими уроками?» «Мне нужна», — ответила я, — «и сыну моему». Я оставила полставки в магазине для подстраховки. 20 часов в неделю. Остальное время я забила учениками. Сарафанное радио сработало быстро. Уборщица, которая готовит к ЕГЭ, лучше профессора. Это звучало как анекдот, но люди шли. Через месяц, в апреле, я отдала долг Тане — 5000 рублей. Я положила деньги ей на стол. «Спасибо, Тань, ты меня спасла тогда». Она посмотрела на меня странно. «Ты изменилась, Ленка. Глаза другие стали. Злые какие-то, но живые. Не злые, Тань, зубастые». Я шла домой весенним вечером. Снег почти растаял. Я дышала глубоко. В кармане лежали 3000 рублей, заработанные сегодня. Я знала, что впереди еще долгий путь. Долги за коммуналку еще висели — 20 000. Кредитка — 40 000. Но я больше не тонула. Я плыла. И самое главное, Пашка перестал прятать глаза. Вчера он пришел из школы и сказал: «Мам, я получил 5 по истории. Я сказал училке, что она неправду говорит про Петра Первого. Ты же мне рассказывала по-другому». Она офигела. Я рассмеялась. Впервые за год я смеялась громко, в голос, запрокинув голову. «Молодец, сын. Офигела — это наше слово. Пусть все офигеют». Прошло 2 года. Сейчас август. Жаркий, пыльный, плавящий асфальт. Я сижу не на кухне. Я сижу в плацкартном вагоне поезда Москва-Анапа. За окном мелькают лесополосы, какие-то полустанки, выгоревшие поля. Колеса стучат. Тадах, тадах, тадах. Этот ритм успокаивает лучше любого лекарства. На столике перед нами стаканы в подстаканниках, вареные яйца, огурцы и курица в фольге. Классика жанра. Пашка спит на верхней полке. Ему уже 12. У него вытянулись ноги, свисают теперь в проход, и голос начал ломаться. То петуха даст, то басит, как мужик. Он спит в новых шортах и футболке, на которой нет ни дырок, ни катышков. Я смотрю на его свисающую пятку, чистую, розовую, и вспоминаю ту ночь с канализацией. Грязь, вонь, безысходность. Кажется, это было в прошлой жизни. Или вообще не со мной.
Жизнь не стала сказкой, нет. Я не вышла замуж за олигарха. Я не выиграла в лотерею. Я просто пахала. 2 года я выстраивала этот мир по кирпичику. Сначала ушла из магазина совсем. Было страшно терять стабильность, эти жалкие 20 тысяч. Но учеников становилось все больше. Теперь у меня их 15. Я работаю каждый день, кроме воскресенья. Я устаю. Горло к вечеру сипнет от бесконечных Иван Грозный, реформы Столыпина, причины холодной войны. Глаза болят от проверки пробников ЕГЭ. Но это другая усталость. Это усталость человека, который знает, за что он бьется. Мы закрыли кредитку. Полностью. Я помню этот день. Я стояла у банкомата и скармливала ему последние 5000 рублей. На экране высветилось: задолженность 000. Я сфотографировала экран. Это была моя победа. Мой личный Берлин. За неделю до отъезда объявился Вадим. Я не видела его 1,5 года. Слухи доходили разные. То они с той женщиной бизнес открыли, то разошлись. Мне было плевать, честно. У меня просто не было места в голове для него. Он подкараулил меня у подъезда. Постарел, полысел, пузико появилось. Та самая новая жизнь, ради которой он ушел, видимо, тоже оказалась не сахар. «Лена, привет!» Я остановилась. В руках пакет с черешней. Черешня дорогая, 350 рублей килограмм. Но я захотела и купила. Без повода. «Привет, Вадим. Слышал, вы на море собрались?» «Собрались». Он помялся, пнул колесо своей машины, старенькой, не той, о которой мечтал. «Я тут Пашке гостинец привез. Деньжат немного, на мороженое». Он протянул конверт. 2 года назад я бы, может, швырнула ему этот конверт в лицо. Гордо, красиво. Или наоборот, схватила бы трясущимися руками, потому что жрать нечего. А сейчас я просто взяла. Спокойно. «Спасибо. Передам». «Лен». Он посмотрел на меня как-то жалко, с надеждой. «Может, посидим, кофе попьем, поговорим? Я, знаешь, многое переосмыслил. Та баба, она стерва оказалась. А ты вон как расцвела». Я посмотрела на него и ничего не почувствовала. Ни злости, ни обиды, ни торжества. Пустота. Как смотришь на старый стул, который выбросил на помойку. Вроде был когда-то твой, удобный, а сейчас стоит под дождем, мокнет, и тебе все равно. «Некогда мне, Вадим», — сказала я. «У меня урок через 20 минут. И кофе я теперь пью хороший, зерновой. Ты такой не любишь». Я прошла мимо, и спина у меня была прямая. Это и есть свобода. Не когда ты богата, а когда тебе ничего не нужно от того, кто тебя предал. В поезде душно. Кондиционер работает через раз. Пашка заворочился, свесился сверху. «Мам, мы скоро приедем». «Завтра утром, сын. Спи». Он слез вниз. Сел напротив, лохматый, сонный. «Мам, а ты помнишь, как мы картошку чистили? Ну тогда, когда света не было». «Помню». Я тогда подумал, что все, конец, что мы с голоду умрем. Он помолчал, глядя в окно на темноту. «Знаешь, я горжусь тобой». Я поперхнулась чаем. «Чем? Что я тебя в плацкарте везу?» «Не-а. Тем, что ты не сдалась. Пацаны в классе рассказывают, у кого отец пьет, у кого мать на 3 работах истерит и орёт на всех. А ты танк, мам, только добрый». Я отвернулась к окну, чтобы он не видел мой класс. «Ешь курицу», — сказала я хрипло, — «а то испортится». «Мам, не плачь». «Я не плачу. Это пыль. Поездная пыль». Мы приехали в Анапу в 7 утра. Нас встретила хозяйка гостевого дома, полная армянка Ася.
Комнатка маленькая, до моря 15 минут пешком, удобство на этаже. Никаких all-inclusive. Но когда мы бросили сумки и пошли к морю, этот запах, йод, соль, водоросли, горячий песок. Мы вышли на набережную. Перед нами распахнулась эта синяя, сверкающая бесконечность. Пашка замер. Он видел море только на картинках. «Офигеть!» — выдохнул он. «Оно живое!» Он скинул шлепки и побежал к воде. Прямо в одежде, в шортах. Забежал по колено, раскинул руки и заорал от восторга. Я стояла на берегу. Волны лизали мои ноги. Вода была прохладная, чистая. Я закрыла глаза и вдохнула глубоко, полной грудью. Впервые за эти 2 года я выдохнула тот комок, который стоял у меня в солнечном сплетении. Тот черный ледяной комок страха. Я вспомнила себя на тех грязных ступеньках в подъезде, с пакетами, с мыслью о смерти. Если бы я тогда сдалась, если бы я осталась лежать, я бы не увидела этого. Не увидела бы, как мой сын смеется, брызгая соленой водой. Не увидела бы, как солнце встает над горизонтом, обещая новый день. Я выжила. Я смогла. Я выгрызла это право — стоять здесь и улыбаться. У меня нет мужа. У меня нет своей квартиры. Мы все еще снимаем, но уже копим на ипотеку. У меня есть морщины вокруг глаз и седая прядь, которую я закрашиваю. Но у меня есть я. Та самая Лена, которая любит историю, которая умеет учить, которая умеет любить и которая точно знает, дно — это не конец. Дно — это фундамент, от которого можно оттолкнуться. Вечером мы сидели в кафе на набережной, ели шашлык. Настоящий, сочный, дорогой. Играла дурацкая музыка, люди танцевали. Пашка уплетал мясо за обе щеки. «Вкусно?» — спросила я. «Угу», — промычал он с набитым ртом. «Мам, а когда я вырасту, я куплю тебе дом у моря. Честно». «Я верю», — улыбнулась я. «А пока давай просто будем жить. Здесь и сейчас». А теперь обращение к слушателю. «Слушай, я не знаю, кто ты. Может, ты сейчас сидишь на кухне, и у тебя на карте 100 рублей до зарплаты, потому что сила не в мужчине, не в деньгах, не в удаче. Сила в тебе. Она там, внутри, под слоями страха, усталости и обиды. Она спит, свернувшись калачиком. Ты думаешь, что ты слабая? Ты врешь. Слабая не встала бы сегодня утром. Слабая не сварила бы суп из ничего. Слабая не улыбнулась бы ребенку через силу. Ты — железобетон. Ты — скала. Просто ты пока об этом не знаешь. Пожалуйста, не сдавайся. Даже когда тонешь в дерьме, в прямом смысле, как я с той трубой. Даже когда считаешь копейки на кассе. Даже когда все смотрят сквозь тебя. Знай, это временно. Это просто урок. Жестокий, долгий урок. Найди в себе то, что ты любила до того, как стала просто матерью или просто женой. Вспомни, кто ты. Учитель, художник, бухгалтер, мечтатель. Достань это, отряхни от пыли. Это твой спасательный круг. И еще. Не бойся быть плохой. Не бойся не купить игрушку. Не бойся сказать «нет». Не бойся просить помощи, хотя бы у самой себя. Твоим детям не нужна идеальная мать-картинка. Им нужна живая мама. Мама, которая стоит на ногах. Эта история не о том, как я стала богатой. Она о том, как я перестала быть жертвой. И если я смогла, сидя на грязных ступеньках в подъезде, встать и пойти, то и ты сможешь. Вытри слезы, поставь чайник, обними ребенка и скажи себе: «Я справлюсь». Потому что у тебя нет другого выбора. И потому что за этой зимой обязательно, слышишь, обязательно наступит весна. Я проверяла.